Предположительно, он обладает таинственными способностями вмешиваться в электронное оборудование, которое многие приписывали ему как инопланетному кораблю. Скорее всего, это естественное скальное образование. По крайней мере, так считает Питер Линдберг, шведский исследователь, который нашел аномалию 1. Его команда недавно обнаружила еще и новую аномалию 2. Питер Линдберг во время экспедиции вместе с коллегами на основе изображения гидролокатора обнаружили большую плиту или монолит. После того, как его компас обнаружил аномалию 1, он каким-то образом приблизил его к аномалии 2. Внезапно на экране гидролокатора при приближении появились очень прямые линии. Когда исследователи подошли достаточно близко, на экране гидролокатора появился идеальный прямоугольник. Основываясь на данных гидролокатора, Линдберг оценил размер прямоугольника примерно 13 метров на 25 метров. Хотя, по его словам, он может быть и больше. И это оказалось не плита и не монолит, как он считал ранее. Это выглядело как низкие каменные стены, торчащие сквозь осадок. Более поздний анализ изображения гидролокатора показал, что прямоугольник на самом деле расположен между двумя объектами, которые видны на изображении бокового сканирующего гидролокатора. Линдберг подразумевает, что аномалия 2 не является естественным образованием, хотя большинство геологов считают аномалию 1 скалой, а не НЛО. Исследователи допускают, что электронные помехи носят случайный характер и могут быть связаны с неблагоприятными условиями или неисправностями оборудования.